Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Это продолжение предыдущего видео, в котором я показала вам, как сделать вот такую вышивку на прянике восьмерки. А в этом видео покажу вам, как я сделала эти три маленькие розочки. Приятного просмотра! Рисунок всех трех розочках на пряниках я нарисовала от руки, поэтому нет какого-то шаблона, который вы могли бы скачать. Все эти розочки разные, но понравились мне больше первая и вторая розочка. Третья получилась не очень красивая, но это не страшно. Нужно было просто другой рисунок нарисовать. Для этих пряников я также использовала глазурь зеленого, светло-розового и темно-розового цветов консистенции, как для надписей, как и в предыдущем видео. Я не буду в этом видео подробно описывать процесс, я все рассказала в предыдущем видео, обязательно его посмотрите, ссылка будет в описании. Здесь процесс точно такой же, отличаются только картинки. Единственное, что на этих пряниках я второй контур розочек сделала двойным слоем, но это не обязательно, можно сделать и одним слоем, как и в предыдущем видео я вам показывала. Мне показалось, что так вышивка будет смотреться эффектнее, так как сами розочки больше тех, что на прянике восьмерки, а значит контур нужно лучше выделить. Досмотрите видео до конца и оцените, как вы считаете, стоило ли делать двойной контур или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Комментарии, лайки и подписка – это все ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, то ссылка есть в комментариях под видео. Также я хочу вам напомнить, тем, кто знал, но забыл, и тем, кто еще не видел, у меня на канале есть очень полезные видео как раз к 8 марта о том, как сделать объемные цветы на пряниках без использования насадок. Розы, тюльпаны, нарциссы, мимоза, космея и другие цветы. А также есть пара видео с разными техниками кружевной вышивки на пряниках, вышивка решелье и кружево с использованием кисти. Обязательно посмотрите эти видео. Ссылки на все эти видео и на плейлисты есть в описании.
Вот такой набор с вышивкой у меня получился, мне очень нравится, и розочки получились чудесные, даже третья. Возможно, второй слой контура оказался лишним. Жду вашего мнения. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме, делитесь своими работами. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!